С возвращением к Арье Нагарджуне. Мы ставили цель не спеша пройти 7 различных странных случаев насчет причин и следствий. Главным образом, если бы они были отдельные, если бы причины не были следствиями, то какие проблемы могли бы возникнуть? Это должно быть... Этот раздел длинный и сложный. Думаю, это хороший раздел для повторения пройденного. Убедитесь, что вы понимаете все эти 7 случаев. Почему выплыли эти 7 вариантов? Я всегда радуюсь, когда появляется немного свободного времени. Я иду в кофейню, сижу там и задаюсь вопросом, почему эти 7? Как первый подводит ко второму, а второй состыковывается с третьим? Это действительно замечательная медитация, ее можно практиковать и в кафе. Итак, мы остановились на третьем случае, когда причины и следствия как бы отдельны друг от друга. Вопрос в том, есть ли связь между причиной и следствием, к которому она приводит. Есть ли между ними точка соприкосновения? Мы рассматривали точку их соприкосновения, и, честно говоря, шоколадный соус – это единственно возможный способ. Знаю, вам запомнится этот шоколадный соус. Весь этот раздел изобилует стихами, их непривычно много, 4 разноплановых строфы. Автор рассматривает различные варианты. Когда причина существует в разные моменты времени, и когда следствие существует в разные моменты времени. Мне нравится называть это временными зонами, мне так легче запомнить. То есть, если причина существует в одной временной зоне, а результат в другой, есть ли в этом проблема? И он рассматривает все варианты. Вот высказывание, которое я пытался запомнить. Требо-депа гюде танк. Что если и следствие в прошлом, и причина в прошлом? Может ли быть между ними связь? То есть Нагарджуна собирается рассмотреть, может ли быть точка соприкосновения в разных случаях временной зоны причины и в разных случаях временной зоны следствия. И таким образом мы получаем все вероятные сценарии. Итак, предположим, что следствие уже в прошлом и причина в прошлом. Предположим, что причина или следствие еще не наступили, или уже наступили, и что что-то одно из них уже наступило. Может ли быть хленчик трэпа? Мы уже говорили об этом на санскрите. Могут ли они находиться в одной комнате и касаться друг друга? Нет, говорит он, невозможно. И это первый вероятный вариант. Давайте рассмотрим объяснение Чоны Ламы. Если причина привела естественным образом к следствию, любая точка соприкосновения у них, могут ли они находиться в одной комнате, спрашивает он. Понятно? Должны были бы. Если существует точка соприкосновения между причиной и следствием, то они должны были бы находиться в одном и том же месте, в одно и то же время, чтобы взяться за руки. И это новое высказывание для тебя, Тим. Оно означает «это не выдерживает логического анализа». В этом случае сёпа не означает терпение. Здесь сёпа означает «не выдерживает анализа». Иными словами, эта идея терпит поражение, и это замечательное выражение. Эта идея не терпит логики. Не переносит логику, как и большинство людей. Допустим, что следствие, например, росток, который пробивается из семени в прошедшем времени, во временной зоне прошедшего времени. Допустим, что и причина уже в прошлом. Давайте рассмотрим такой возможный вариант связи между причиной и следствием, когда и то, и другое в прошлом. Это абсолютно невозможно. Почему? Да потому что их больше нет. Да, говорит он, их больше нет. Так что забудьте об этом варианте. Думаю, он подводит нас к вероятности такого сочетания, когда причина в прошлом, а следствие в настоящем. Но он не говорит об этом напрямую. Он спрашивает, ну, как вы думаете, может ли причина, которая вчера исчерпала себя, иметь связь со следствием, которого сегодня тоже не стало?
И тогда вы говорите, подождите, таких обоих больше не существует, верно? Да. Могут ли они быть связаны между собой? Нет, конечно, нет. А он продолжает, хорошо, хорошо, давайте рассмотрим другую возможность. Он подводит нас к ситуации, когда причина в прошлом, а следствие в настоящем. И я бы сказал, он делает это умно. И у нас здесь есть картинка, да. Мог ли Титаник сегодня столкнуться с айсбергом? Я подумал, да, это мило. Знаете, нет фотографии, как он врезается в айсберг. В любом случае, да, и то, и другое в прошлом. Так уже невозможно говорить об этом. Это случилось однажды и прошло. Так, второй вероятный сценарий. И я поиграю сейчас с Тимом, мне это нравится. Следствие в прошедшем времени. Следствие в прошлом. Некоторое следствие в прошлом. Предположим, что Гью– это Маунква. Что это значит? Будущее. В будущем. Может ли причина в будущем, может ли она иметь контакт с событием, которое произошло в прошлом? Со следствием, которое возникло в прошлом. И он поступает здесь хитро. Он вводит выражение «макьепа», что означает «еще не запущено», «еще не было запущено». Но имейте в виду, он собирается сделать нечто коварное. Я просто предупреждаю вас. Трэпа означает точка соприкосновения. Нет. Может ли будущая причина вступить в контакт с прошедшим следствием? Нет. Они находятся в разных временных зонах, так что не стоит говорить об этом. Это невозможно. Но скажу я вам, он не просто так дурачится. Он настраивает нас на нечто серьезное. То есть моментально прошедшую причину и моментально случившееся следствие. Могут ли они иметь точку соприкосновения? Но он еще до этого не дошел. Он хочет заставить вас сказать, знаете, вы говорили красный свет, красный свет, красный свет, а потом скажем зеленый свет. Вот к чему он подводит. Вот пример. Я снова забыл, зачем я привел этот пример. Это должно символизировать то, что причина в будущем. Нет, это не так просто. У меня была какая-то более глубокая мысль, но я не помню. Я предполагаю, что это текущее событие. Может ли на 2023 год влиять битва истребителей Spitfire и Камикадзе в 1940 году? Причина в прошлом. Мадьямика сказала бы «да». Я люблю приводить пример, что столкновение Титаника с айсбергом все еще влияет на морские правила в наши дни. Так что в некотором смысле оно все еще существует как сила. Оно все еще служит причиной того, что законы пишут определенным образом. Но это уже в высшей степени Мадьямика. Мы не пойдем туда. Хорошо. Оставим результат в прошлом. Игьюкепа. Тим, о какой причине идет речь? О чем здесь говорится? Что означает гьюкепа? Причина была вызвана. А потом он говорит «татова». Извините. И это неоднозначно. «Татова» означает настоящее время. Он говорит «кьепа», а потом вставляет оппозитивное настоящее время. «Кьепа» значит «произошло». Да, да. Оно родилось, оно здесь. Автор просто пускает это рядом с вами. Если вы не зададите вопрос, вы не заметите этого. Произошла ли причина? Да. Это состоявшаяся причина? Да. Тогда это настоящее. Это появилось на свет, появилось на свет. И это в настоящем. Это очень заковыристо, но это великолепно. Время тут прошедшее. Кьепа– это прошедшее время.
Это состоялось, значит, это присутствует в настоящем, и тут начинается коварство. Трепа-мэпа, татова. Может ли следствие, которое имело место в прошлом, вступить в контакт с причиной, которая в настоящем? И он говорит, нет, разные временные зоны. Итак, он прибегнул к этому уже дважды. Разные временные зоны, они в разных штатах. Один в Орегоне, другой в Коннектикуте. Он еще раз прибегает к этому, имея в виду, что, Тим? Следствие. Да, следствие, которое сейчас здесь, потому что оно состоялось, с подвохом. А предположим, что его причина не происходила еще никогда. Еще не произошла? Возможно ли такое? То есть причина в будущем еще не произошла, означает будущее. Это интересно, правда? Может ли следствие в настоящем времени соприкасаться с причиной в будущем? Он говорит, он употребляет выражение «причина в прошедшем времени», которая состоялась, подразумевая, что она существует в настоящем. Хорошо. Причина, которая перешла из прошлого в настоящее. Приблизительно так. Итак, он говорит о следствии в настоящем, причина которого в будущем. Но иногда, говоря о будущих причинах, автор имеет в виду, что нельзя назвать ее причиной до наступления будущего, раньше, чем она приведет к следствию. Нельзя назвать причину причиной до тех пор, пока не возникнет следствие, потому что она не является причиной, пока нет следствия. Но к моменту, когда появляется следствие, она уже в прошлом. Итак, причины всегда в прошлом. Потому что они не становятся причинами, пока не произведут что-то. Но тогда их уже нет. И все же они в настоящем времени, потому что они уже произвели что-то. Теперь их можно назвать причиной. Вот теперь они становятся причиной. Все понятно? Хорошо. Затем, когда он хочет уйти от идеи причины в настоящем времени... Кстати, какую из идей вы назвали бы реальной? Какая из них верна? Причина в прошлом создает следствие в настоящем, да? Вчерашний день создал сегодняшний. Все верно, да? Или создаст в будущем, кто знает? Да, и возможно в будущем тоже, косвенно. Итак, обычно мы бы сказали, что есть контакт между событиями, произошедшими вчера и... Вчера вечером я находился в одной комнате с человеком с положительным результатом теста на ковид. А сегодня, возможно, и у меня ковид. Мы еще не знаем. Мы бы сказали, что это обычные причины и следствия, верно? Всякий раз, когда это смахивает на что-то само собой разумеющееся, Чон и Лама стремглав мчится к двери черного хода и добавляет «само по себе». Он вставляет «само по себе». Нгова Ньяки. Может ли причина, которая только что свершилась, создать следствие в настоящем сама по себе, со своей собственной стороны? И когда его прижимают, он говорит «со своей собственной стороны». Ладно. Так вот, и причина в прошлом, и причина, которая будет заявлена как причина в будущем, даже они разделены. Причина, которая уже состоялась, и причина, которую можно будет назвать причиной после того, как появится следствие, даже они не являются одной и той же причиной. Повторить еще раз или не нужно? Вчерашний день в качестве причины и вчерашний день в качестве текущей причины, поскольку его только сегодня назвали причиной, потому что следствие его наступило сегодня, даже они разделены, считает он. И смотрите, он говорит, здесь он говорит кое-что интересное. Он говорит, смотрите, я думаю,
И он выражает идею срединного пути. Я думаю, можно было бы начать разговор с начальной точки отсчета следствия и конечной точки причины. Понимаете? Неплохо. Он говорит, знаете, мы могли бы размышлять так. Конечный момент причины соприкасается с начальным моментом следствия, но только в качестве концепции. Только как семя, раскрывающееся в нашем сознании, и как шоколадный соус. Понимаете? Круто? А дальше он говорит, о, у нас в школе Срединного пути нет проблем такого рода. Почему? Ну, у нас есть начальные моменты отсчета следствий и конечные моменты причин. И они соприкасаются друг с другом. А вы говорите, ну это же все те же проблемы. Они не могут соприкасаться друг с другом, иначе и то, и другое существовало бы в настоящем. И он говорит, ну нет, если шоколадным соусом полито и то, и другое, можно взять конечный момент причины и начальный момент следствия и залить их шоколадным соусом. И получим причину и следствие, потому что причину и следствие создает наш ум. И ему очень комфортно с этим. Он говорит, нам нравятся и начальные, и конечные моменты, и шоколад. Вот как он размышляет. Чханга чхиё. Чха, вторая строка. Чханга чхиё означает, да, действительно, есть начальные и конечные моменты. Чха означает конец, верно? Чха означает сегмент причины. Конечный сегмент причины и начальный момент следствия. Чха. Это называется чха в каждом случае. Конец, который на самом деле является началом. Ну да ладно. Хорошо, и я привожу здесь пример. Я много думал о телескопе Уэбба. У нас здесь должен быть большой взрыв или нечто похожее. Телескоп запущен, он работает успешно. Я читал об истории его создания и обо всех приборах в нем, и об истории создания его приборов. Самый лучший из них, инфракрасный считыватель, чуть не аннулировали, потому что его выпустили с опозданием в 20 лет, а цена была превышена на 5 миллиардов долларов. Запуск откладывали со дня на день, и совсем недавно запуск откладывался еще пару раз. Обеспечение должной сохранности и так далее этой штуковины обходится в $1 000 000 в день. Пришлось доставить его во французскую Гвинею, чтобы запустить. Но это совсем другая история. Ну ладно. Почему я заговорил об этом? Если посмотреть на большой взрыв в телескоп Уэбба, что, надеюсь, станет возможным, то можно будет увидеть последние частицы большого взрыва. Можно будет увидеть длины таких давних волн, что они уже холодные. Вот почему прибор нужно хранить при очень низкой температуре. Так что это круто. В общем, будем смотреть в прошлое напрямую. И я не знаю, что это сделает с Нагарджуной. Телескоп — это настоящее время. Телескоп — это настоящее время. Частицы, которые телескоп регистрирует, это прошедшее время. Они были частью большого взрыва. Они все еще летают. И вы можете определить положение большого взрыва. Если у вас имеется достаточно чувствительный инструмент, вы можете сказать: эта частица попала сюда, эта частица попала туда, там произошел большой взрыв. 80 миллиардов лет назад? 81 миллиард? Не уверен. Так или иначе, это поднимает интересные вопросы о том, вызвано ли следствие в настоящем времени причиной, которая еще не произошла. Хорошо. И здесь он иногда хитрит. Он говорит: ну, в любом случае, черт возьми, если бы что-то существовало по своей собственной природе, оно не могло бы иметь прошлого и настоящего в любом случае. Итак, если что-то существует, разве это не интересно, Хасса? Если что-то существует само по себе, готовы? Если что-то... Я знаю, ты любишь такие вещи. Это ты победил Геши в Индии? Да. Было такое, я помню. Он одержал победу над 2 Геши. Ладно. Внимание. Поехали, если я не забуду вопрос. Возможно ли, чтобы самосуществующая вещь была в прошлом и будущем? Нет. Мы сказали бы нет, потому что это подразумевает под собой что? Самосуществование. Если оно самосуществующее, оно должно быть стабильным и присутствующим. Оно не должно подразумевать никакой концептуализации. Так что это интересная идея.
Чон Лама высказывает мысль, что если что-то концептуально, то оно не может существовать само по себе, и это важный вопрос. Об этом вы можете подискутировать дома. Если что-то является... Если что-то является концептуальным, оно не может быть. Оно не может существовать само по себе. Не может? Не может. Понятно. Оно недостаточно прочное. Например, прошлое и будущее концептуальны. Так что это интересный аргумент. Он говорит здесь. Поскольку это существует само по себе, нельзя сказать, что это было прошлое или будущее. Извините, нельзя было бы сказать, это было прошлым или следующим, говорит он. Это понятно? Очень интересно поразмышлять об этом. Итак, если говорить о следствии, которое еще не наступило и которое, следовательно, что? Произойдет в будущем. В будущем. Маунг произойдет, если следствие в будущем, гюкия пататарва, а причина уже произошла, что означает, что она в настоящем. Замечательно. Следствие в будущем, верно? Причина в настоящем. Но я также приведу вам в пример причину, которая в будущем. То есть он рассматривает вариант, когда следствие в будущем, а причина либо в настоящем, либо в будущем. Два вероятных сценария. И давайте бросим взгляд в прошлое. У нас есть следствие в будущем, и причина либо в прошлом, либо в настоящем, либо в будущем. Вступить во взаимодействие для них невозможно, раз все они существуют сами по себе. Если хотите знать мое мнение, это не заслуживает внимания. Почему? Гюде татарни, причина в прошлом и причина в настоящем относительно следствия в будущем находятся в разных временных зонах. Мы можем отменить их прямо сейчас. Я повторю еще раз. Причину в прошлом и причину в будущем мы можем отменить прямо сейчас, потому что мы говорим о следствии в будущем. И, кстати, кто-нибудь спросит, хорошо, а как насчет причины в будущем? А как насчет следствия в будущем? Что говорит он? И мы говорим, но вы не рассмотрели вариант, когда причина в будущем и следствие в будущем. И он в ответ, ну так они не существуют, о чем вы хотите, чтобы я говорил? Что вы хотите, чтобы я сказал? Что они соприкасаются с чем-то или что они не соприкасаются? Они еще не состоялись. Как может что-то, чего нет, соприкасаться с чем-то? Зачем вы спрашиваете меня об этом? Это так глупо. Мы думали, что он был очень методичен, охватывая все случаи в прошедшем, настоящем и будущем времени. Но когда он дошел до будущего, он сказал, не говорите мне об этом. Хорошо, а почему? Потому что оно еще не состоялось, понимаете? Поэтому можно сказать, что нет взаимодействия как такового. И нельзя говорить, что причина привела к возникновению следствия самосуществующим образом. Он просто заканчивает. Всякий раз, когда я думаю о соприкосновении, я думаю, что это самое ожидаемое соприкосновение за всю историю. Кто знает. То есть они почему-то не соприкасаются. Они вроде бы не соприкасаются, верно? Но мы здесь, так ведь? Если вы скажете, что... Извините. Он здесь хитрит. Он говорит, если не может быть точки соприкосновения причины и следствия, то нельзя сказать, что причина связана со следствием. Скажу это еще раз. Если нет точки соприкосновения причины и следствия, то нельзя сказать, что причина послужила взаимодействию со следствием. Да, почти то же самое.
Невозможно вести эту дискуссию, потому что если причина и следствие никогда не были в одном месте, то нельзя говорить об их соприкосновении, пусть даже самосуществующим образом. Ицхок Нани. Если они все-таки были в одном месте, что тогда? Причина и следствие. Если они оба уже существуют, то зачем причине что-либо делать? Следствие уже существует. Тогда причина теряет смысл. Она подает заявление на статус безработного. Причина становится безработной, понимаете? Хорошо. Я даже не прибегну к картинке, поскольку... Что у нас на очереди, Тим? Отлично. Я вот думаю, этот парень на старте или у финишной черты? В этом вся фишка. Вам решать, насколько эта картинка хороша. В данном случае трудно подбирать картинки, должен вам сказать. Какие еще мудрые высказывания, Тим, нас так взволновали? Ранг Лук. Да. А вы хотите знать, что мы думаем обо всем этом? И опять же, это редкий случай, когда он предоставляет нам такую возможность. И это только Чон и Лама, не Нагарджуна. Вот так, Ария Нагарджуна. Интересно, что в нашей системе Росток никогда не вступает в непосредственный контакт с косвенной причиной. Росток никогда не вступает в непосредственный контакт с косвенной причиной. Косвенная причина – это семя в момент, когда оно еще лежало в ящике вашего стола зимой. В отличие от семени перед самым появлением из него ростка весной. Итак, семя в ящике стола зимой – это косвенная причина. А семя, которое вот-вот раскроется в росток – это прямая причина. И вот Чон и Лама бросает такую бомбу в ходе рассуждения. Давайте разграничим прямую и косвенную причины. Я признаю, что росток никогда не соприкасается со своей косвенной причиной. Это логично. Росток никогда не соприкасается с семенем, которое находилось в ящике стола в декабре до того, как его посадили. Это понятно. Кьянг? Но мы и вправду верим, что росток непосредственно соприкасается с семенем весной. Да. Последний момент непосредственной причины и первый момент следствия должны соприкасаться. Это ранг лук. Начальная точка отсчета следствия и конечная точка причины должны соприкасаться. Но только в том случае, если у вас есть шоколадный соус. Вам понятно? Потому что это концепция. Она не может существовать как физическая реальность. Как и все остальное. Но это уже другой вопрос. Замечательно. Мне нравится эта картинка. Они соприкасаются. Передняя часть заднего автомобиля и задняя часть переднего автомобиля соприкасаются. Автомобиль слева – это причина. Простите. Это должно быть следствием. Передняя часть следствия соприкасается с задней частью причины. Как-то так. Мне потребовалось много времени, чтобы подыскать эту картинку. К сожалению, они немного накладываются друг на друга. Но, возможно, так и должно быть. Это называется контакт. Чон и Лама говорит, если конечная точка причины и начальная точка следствия никогда не соприкасались, есть вероятность, что между ними окажется нечто другое. И тогда они не будут прямыми причиной и следствием. Что-то должно было бы быть между ними, даже если это чисто время. Тогда они не были бы прямой причиной и прямым следствием.
И таким же образом мы должны сказать, что у так называемого ростка, даже у так называемого ростка, должна быть начальная точка отсчета и конечная точка, которая соприкасается с ростком в следующую секунду, в следующую миллисекунду. Конечный момент первой миллисекунды ростка должен соприкасаться с начальной точкой отсчета второй миллисекунды ростка. Теперь он говорит «Тхань ету». Кто хочет заработать $100? Тхань ету. Условно. $100. Вам нужно забрать их у досточтимой Джигмы. Ее сегодня нет, но она мой банкир. Кстати, она занимается всеми моими счетами. Я ничего не знаю. Я не знаю, где мои счета. Я не знаю номера счета. Если что-либо случится с ней, мне придется прекратить все ставки. И вы даже себе не представляете, насколько это замечательно иметь человека, который берет эти заботы на себя. Это высвобождает мне столько времени для работы. Сегодня она мне прислала письмо по электронной почте и сообщила, что есть важное уведомление по одному из основных пакетов акций в портфеле моих ценных бумаг. И спрашивает, хочешь взглянуть? Нет, говорю я, прочитай ты. Если от меня потребуются какие-то действия, дай мне знать. Вы не представляете, как здорово иметь такого человека. Каждый раз, когда две вещи встречаются условно, если они соприкасаются условно, забудьте тему абсолютно. Забудьте самосуществующее, забудьте со своей собственной стороны. Как насчет с моей стороны? Как насчет с моей стороны, моими словами? Да, им нужно соприкоснуться, и они соприкоснутся на определенном этапе. А теперь он говорит нечто интересное, над чем мне лишне поразмыслить. Чхок. В этом случае чхок пишется без «м». Тим, даю $50. Превосходный. Нет, без «м». Не превосходный. Да, это означает не превосходный. Что означает чхок без превосходный? У него два значения. Да, чхок означает хорошо, согласен. Чхоки означает «можно мне кусочек попкорна?» Чхоки. Разрешено ли мне взять немного попкорна? Да, без «м». С буквой «М» это кёнчхок, что переводится «три драгоценности», а без «М» это чхок. То есть хорошо, если мы поговорим о начальной точке отсчета и о конечной точке, если мы подразумеваем шоколадный соус. Затем мы можем поговорить о начальной и конечной точках, поскольку это само по себе всего лишь концепция, как и все остальное. Это просто результат картинки, которая появляется из кармического семени. С этим, если это и все правила, все в порядке, можно иметь передние и задние части, поскольку это как раз то, к чему приводит твое семя. Все хорошо, и это реальность. Трэпэ чхок. Это хорошо, все хорошо, чхок. Но. Есть одно «но» мелким шрифтом. Если ты хочешь, чтобы они соприкасались по какой-то их собственной природе, а не путем светящихся картинок, которые появляются из моих карм, если две вещи, которые существовали сами по себе, когда-либо соприкасались, то каждая часть причины должна была соприкасаться с каждой частью следствия. Как два теннисных мячика, которые занимают одно и то же место стык в стык. Им пришлось бы... Кожа первого мяча должна была бы быть частью кожи второго мяча в каждой точке сферы. И он говорит, это единственный способ, каким бы это происходило, если бы они существовали по определению. Если они существуют по определению, то нельзя говорить о сторонах, о переднем и заднем краях. То есть нельзя сказать, что этот мяч соприкасается и с передним краем, и с задним, а этот мяч соприкасается с передним краем другого мяча. Должно быть как-то так с ними. И у меня есть этому иллюстрация. Нет, извините. Это значение шоколадного соуса. Нет никакой части белой машины в пространстве части красного автомобиля. Это шоколадный соус. Это очень глубоко. Если бы они были самосуществующими,
то могли бы быть части либо причины, либо следствия, соприкасающиеся с ними. Тогда были бы части следствия, которые бы не вступали в контакт. И были бы части причины, которые не вступали бы в соприкосновение. А у причины и следствия должны были бы быть сегменты. И тогда у них должно быть зависимое происхождение. То, у чего есть части, обладает зависимым происхождением. Почему? И это очень и очень важное осознание, которое я получила от изящного перевода преподобной Утпалы. Если у вещей есть части, они не могут быть самосуществующими. Потому что если у них есть части, должно быть что-то, что их склеивает. И это шоколадный соус. Понимаете? Все, у чего есть части, должно иметь зависимое происхождение, что в самом глубоком смысле означает зависимость от семян, раскрывающихся в моем сознании. Шоколадный соус. Потому что в противном случае левая сторона не связана естественным образом с правой стороной. Передняя часть не имеет естественного места стыкования с задней частью, и передние части разгуливали бы где-то здесь, а задние части где-то тут, потому что не существовало бы ничего, что склеивало бы их между собой. Только наша карма склеивает их между собой. Вот почему следует подвозить людей на своей машине на работу. Она изумленно, да? Я не шучу. Части не состыкуются хорошо, если вы не будете подвозить людей. Что-то будет ломаться. Что-то будет выходить из строя. Хорошо. Итак, сколько случаев из 7 мы прошли? 3. Не знаю, как вы, а я молился, чтобы дойти до конца их всех. Я так хотел перейти к чему-то более понятному. Но именно так этого можно достичь. Вы замедляетесь. По-моему, мы располагаем временем до 4:10, да, Тим? До 4:10? О, как летит время, когда тебе весело. Это было написано на стене салона мороженого там, где мы с Вероникой выросли. Кстати, он все еще там. Правда, мороженое уже другое. Нет. Итак, следствие запускается причиной, которая либо лишена этого следствия, либо не лишена. Может ли, обязательно ли следствие присутствует в причине? Мы, кажется, уже говорили об этом. Но когда я вернулся и перепроверил, говорили ли мы об этом уже? Оказалось, что мы не говорили о разъединенных причине и следствии. Мы говорили о совокупности причин и условий и о результате такого соединения. Присутствовало ли следствие в момент слияния или схождения вместе причин и условий, и мы уже рассмотрели это. И вот мы изолируем причину и получаем тот же результат. То есть это, по сути, другой разговор. Заключается ли следствие в причине каким-то образом? Я воспринимаю его как плод в животике мамы. Находится ли результат каким-то образом внутри причины, а затем выходит наружу? Является ли это условием, существовавшим заранее? И мы можем закончить это сегодня. У нас есть еще несколько минут. Это настолько классическая поэзия Нагарджуны. Если следствие не заключало в себе причины, если оно причины было лишено, если следствие, извините, простите, если причина изначально не содержала следствие в себе, как лона матери ребенка плод, то как тогда причина следствие приносит? Не так же ли, как появляется на свет ребенок? Если ребенка нет в маме прежде, чем он появился на свет, то как ребенок может появиться? Допустим, его там нет. Допустим, ребенок находится в маме. Третья строка. Если причина не лишена заранее существующего следствия, то как она дает результат? Как она его даст? Обратите внимание, что вторая и четвертая строки одинаковы. Это Нагарджуна забавляется. В любом случае проблема. Давайте пройдемся по ней.
Допустим, что причина свободна от следствия. Чона Лама говорит, свободно от здесь означает просто не имеет. Спасибо. Мы не говорим о более глубоком значении пустоты. Мы просто говорим «карман пуст». В нем нет кредитной карты. Итак, если причина никоим образом не содержит в себе следствие, что означает, что она свободна от него. Не путайте это с понятием шуньяты. Он говорит, ну хорошо, а что в этом не так? Как насчет того, что следствия в причине нет? А затем причина делает свое дело и появляется следствие. Что с этим не так? Тим, Хасо, кто-нибудь? Даю $100. Чула. Марки. Вода из воды. Да-да, я дам по 50. Ты это хотел сказать? Но ты хотел это сказать. Давайте так, 30 и 70. 70 и 30. Мы поделимся поровну. Замечательно. 50 и 50. Он дал мне шанс. Это простое высказывание, но это очень глубокая мысль. В буддизме существует широко распространенное выражение. Вы не станете взбивать воду, чтобы получить масло. Почему? В воде нет потенциала для получения масла, а в молоке есть потенциал для получения масла. Что в некотором смысле значит, что эта потенциальная штука достоверна. Правильно? Если, чтобы получить масло, вы взбиваете не воду, а молоко, то значит в момент времени причины есть что-то от следствия. Вы понимаете, что я имею в виду? Это довольно мило, правда? Это говорит о достоверности потенциальных следствий. Почему это актуально здесь? Если бы следствие, извините, если бы следствие самосуществующим образом не присутствовало в причине, то можно было бы взбивать воду для получения масла. Это понятно? Теперь предположим, что причина не свободна от следствия. То есть, допустим, причина в себе действительно содержит потенциальный результат, как молоко содержит в себе потенциальное масло. Но как же тогда это самосуществующим образом создаст следствие? Ведь нет причин взбивать масло, потому что масло уже есть в молоке. Зачем взбивать масло дважды? Она аж нахмурилась, потому что очень много работала над потенциальными результатами своей работы. Вчера она напечатала 2 книги. Она сделала за месяц то, что не удавалось сделать за 10 лет. И сделала это уже 6 раз. Это очень здорово. Вышла электронная книга «Сутра алмазного огранщика». А сегодня или вчера вышла электронная книга «Сутра сердца». Они появляются на свет как дети. Итак, Роза задает вопрос. А разве не может потенциал для следствия существовать во время причины, а затем уже появиться как реальное следствие? В чем же здесь противоречие, если имеется потенциальное следствие, существующее во время действия причины, а затем появляется фактическое следствие после того, как причина сделала свое дело? Я спрошу позже у Джона Брэди. Я вижу, что он думает над этим. Я тоже думаю над этим, но обойду этот вопрос. Джейби ответит позже. Он все время повторяет, что если причина имеет в себе потенциальный результат, то для нее нет причин производить реальный результат. Вот что он сказал бы. Это уже как нечто излишнее. Да, мой учитель сказал бы, это требует дополнительного обсуждения, но не сегодня.
Хорошо, увидимся на следующем занятии. Мы подошли к пятому пункту из 7. Ура!